Здравствуйте, это Кирилл Мартынов и ужасные новости. «24 августа произошло сразу два события. С одной стороны, полгода этой войне, которая началась в феврале, которая поменяла жизнь и нашу, и вашу, и всю ситуацию в Европе и в мире. С другой стороны, именно в этот день Украина отмечает свой главный национальный праздник — День независимости. Первый номер «Новой газеты», который вышел после войны, на его обложке были страшные слова, очень простые, очень страшные: «Россия бомбит Украину». Этот номер от 25 февраля был на украинском и на русском языке. Мне выпала честь писать первый текст, вводный для этой публикации «Новой газеты». Он также был переведен на украинский. И сейчас вы этот номер газеты на сайте российской «Новой газеты» не найдете. Потому что юристы нам сказали, после того, как были приняты эти законы про дискредитацию российской армии, о том, что вот теперь такие вещи, как просто просьбы или требования нормально относиться к соседям, ни с кем не воевать, уважать чужие границы, все это теперь считается в Российской Федерации уголовным преступлением. В те же дни «Новая газета» собирала ваши письма. Мы просили людей найти какие-то слова, найти строчки для того, чтобы выразить свои чувства по поводу происходящего, по поводу этой варварской войны. Мы собрали огромное количество писем, их очень тяжело было читать, и очень противоречивые чувства они вызывали, и какой-то даже радость немного, да, что среди нас, среди россиян, среди читателей «Новой газеты» так много честных, искренних людей, эмпатичных людей, способных к состраданию. А с другой стороны, конечно, те вещи, которые мы и сами видели, и о которых вы тогда описали, они были чудовищными. Не только по тому, что происходило в украинских городах, но и потому, как к этому можем относиться мы, россияне. Эти письма мы также не смогли тогда опубликовать в России, потому что, опять же, выяснилось, что любые нормальные человеческие слова, обращенные к украинцам, с точки зрения российского законодательства, это абсолютно запрещенная вещь. И очень тяжело, на самом деле, было в течение всех этих месяцев, зная, что мы буквально сидим на этих письмах и ничего с ними сделать не можем. Поэтому, когда накануне 24 августа сейчас мы решили повторить эту историю, мы еще раз наших читателей, уже без цензуры, работая не из России, защищая анонимность людей, которые эти письма написали, мы попросили вас еще раз написать письма Украине, украинцам, поздравить наших соседей с Днем независимости, пожелать им скорейшего завершения этого ужаса и, если это возможно, попросить прощения. Я процитирую несколько строчек. Мне вообще казалось, что найти здесь какие-то подходящие, уместные слова очень тяжело, но наши читатели с этой задачей справились. Пишу поздравить страну и ее народ с праздником и попросить прощения, что мы допустили эту бойню. Я понимаю все, что будет еще сделано и сказано в адрес страны, чей паспорт у меня. Российской Федерации, очевидно, имеется в виду. Вы имеете на это право. Я как-то оправдываться или спорить нет. Считаю, что права у меня такого нету. Привет, Украина! Поздравляю вас с Днем независимости и верю, что у вас в будущем их будет два. Это сложный путь, второй, очевидно, День Победы. Это сложный путь, но искренне желаю вам достичь данной цели. Я житель России, но душой с вами и вашим мужеством. И молюсь, чтобы в будущем наши дети и внуки смогли жить в мире и дружбе. Прошу прощения за тех, кто узурпировал власть в России, и, надеюсь, карма вернет бумерангом им заслуженное наказание. Мне не нужны ни Луганск, ни Донбасс, ни Крым, и все, что происходит последние годы, вызывает только боль. Огромное количество таких писем почитайте на сайте «Новой газеты» Европа. Вот ссылка. В тот же день, 24 августа, украинские власти, украинские военные ждали какой-то мести, какого-то возмездия за то, что Украина не сдается. Все готовились к тому, что российские войска как-то отметят полгода войны. И в целом будто бы показалось, что на самом деле особенно сил на какое-то решительное наступление, на какие-то новые чудовищные бомбовые удары у российской армии просто нету.
Но все-таки день 24 августа закончился на том, что в Днепропетровской области разбомбили железнодорожную станцию Чаплина, и погибло, вот по моим последним данным, 25 человек, ранен еще 31 местный житель. Кому и зачем это нужно, и зачем эти люди гибнут, по-прежнему никому не ясно. Вот уже полгода мы становимся с вами свидетелями этих событий, этих преступлений, но, надо заметить, не немыми свидетелями. Нельзя сказать, что мы в этой ситуации промолчали. На встречных курсах продолжается развитие всей этой ситуации. Военной Россия против всего остального мира, или, по крайней мере, против западных стран. Западные страны продолжают помогать Украине политически, оказывать экономическую помощь, оказывать, что самое главное, военную помощь. Ну и очередные, в ходе того, как все еще премьер-министр, последней недели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз посетил Киев, как раз на День независимости, когда город ждал каких-то бомб и ракет с российской стороны. Джонсон снова не испугался, снова заявил о том, что Великобритания будет оказывать Украине все новую и новую помощь. Основную помощь, конечно, оказывает США, и вот под эти даты президент США заявил о том, что и Конгресс США заявили о том, что они окажут Украине военную помощь на $3 миллиарда. И это не последняя такая сумма. Помощь уже приходит. Российская Федерация на это отвечает увеличением штатной численности армии. Сейчас у нас примерно 1 900 000 человек в армии служат, включая все там тыловые и прочие хозяйственные службы. В следующем году, в 2023-м, численность армии Российской Федерации увеличится на 140 000 человек. Меня, конечно, в этой истории, понятно, чисто по-человечески, это вопрос о том, кто пойдет служить и кто в итоге погибнет. Будет ли это увеличение армии происходить за счет срочников или за счет контрактников, или какая-то смешанная система будет. Но еще можно так цинично или там прагматично рассуждая, подумать о том, а сколько это будет стоить, кто заплатит за эту огромную армию и у кого эти деньги будут отняты. Путин любит раздавать по 10 000 рублей всем тем, кто в них как бы нуждается. Но такое ощущение, да, что как будто это его личные деньги, которые он дарит то пенсионерам, то военным, то теперь вот жителям оккупированных территорий в Украине, у которых уничтожены их города, зато есть 10 000 рублей по нынешнему курсу около 300 евро со стороны добрых российских властей, со стороны Владимира Владимировича Путина лично. Еще одно громкое событие конца предыдущей недели, трагедия это случилась в ночь на воскресенье, была убита дочь российского пропагандиста Александра Дугина, Дарья. Ей было 29 лет, она заканчивала философский факультет, тот же факультет, на котором когда-то чуть раньше учился и я. И я считаю, что это трагедия, потому что какие бы людоедские взгляды не были у Александра Гелиевича, и какие людоедские взгляды он не транслировал бы в свою семью и распространил на свою дочь, она, насколько мне известно, никого лично не убивала, по крайней мере. И даже если люди совершают какие-то преступления, их, конечно, в ответ убивать нельзя, нужно, если есть преступление, нужно судить. Поэтому, поскольку человек погиб вот таким образом, являясь некомбатантом на этой войне, я думаю, радоваться здесь совершенно нечему. Александр Гелиевич — это такой, на Западе его многие считают таким теневым идеологом вообще российской власти. На мой взгляд, это абсолютная чушь. Это такой, знаете, очень такой ориенталистский, то есть такой экзотический, экзотизирующий взгляд на Российскую Федерацию, когда иностранцы некоторые пытаются разобраться, зачем Российская Федерация, зачем Владимир Путин так себя ведут. Они придумывают какую-то мрачную фигуру бородатого мыслителя, который вот таким слюнявым ртом шепчет что-то в ухо этому российскому правителю, так как будто снова повторялась бы какая-то история про Николая II и Распутина. В общем, всегда нужен какой-то человек за сценой, рядом с троном, который все это придумал. На мой взгляд, в реальности российский режим ни в каких идеологических обоснованиях, даже на уровне Дугина, для этой войны не нуждаются.
российский режим самовлюбленный, хочет править вечно, разделяет все имперские комплексы, ну и совершенно недооценил, как мы все понимаем, своих оппонентов, в данном случае Запад и Украину. Вот и вся, по большому счету, идеология. Но Дугин много лет занимается тем, что он старается быть таким главным фашистом, самым большим имперцем из всех имперцев. Некоторые даже считают, что он, так же как и Стрелков, Гиркин, может быть и для российского режима нынешнего опасен, потому что вот он больший любитель империи, чем сам император. И если можно говорить о какой-то философии Дугина, то она держится на нескольких позициях. С одной стороны, конечно, в центре всей этой риторики многочисленных больших толстых книг и выступлений Дугина стоит идея о том, что Россия совершенно уникальная вещь, самоценная, ничего ценнее, особеннее, чем России нету. И это всегда такой пролог такой фашистской риторики. Да, вот мы самые особенные, вы все люди второго сорта, вы не такие особенные, как мы, но мы уникальные, мы отдельная цивилизация. Все это обосновывается еще так называемой геополитикой, идеей о том, что вот Россия — это такой сухопутный рейх, такая сухопутная империя, которая противопоставляется в основном морским империям, таким как Великобритания или США. Ради этой сверхценности, ради этой особости Российской Федерации, Российской империи в прошлом, цивилизации и так далее, в принципе, можно делать все, что угодно. Самая известная, на мой взгляд, цитата Дугина как философа выглядит вот так. Я думаю, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. И в этой цитате вы видите, что он, именно важно, что он говорит, он произносит эти такие вульгарные, ужасные слова, он произносит их, как будто он действительно какой-то профессор, мыслитель от лица некой загадочной российской науки. Цель оправдывает средства. Ради укрепления особости российской цивилизации можно убивать людей, пытать людей, преследовать, развязывать войны. И, наконец, да, вот, раз уж я начал анализировать так называемую философию, третий пункт этой философии заключается в том, что нужно обязательно устроить так называемую консервативную революцию. Люди даже в России не хотят жить по-дугински, они хотят жить нормально, они хотят иметь работу, кормить свои семьи, по выходным ходить в торговые центры, смотреть западное кино, есть попкорн, отдыхать за границей и, в общем, жить так, как люди привыкли за последние 15 лет в Российской Федерации жить. Дугина все это не устраивает. Он считает, что ради вот этой великой традиционной России нужно устроить революцию, разрушить то общество, которое в России реально существует, и построить на его месте что-то совершенно особенное, где люди, как выражается Александр Гельевич, экзистируют аутентично, носят кафтаны, мы покидаем модерн, прости господи, и даже музыкальный лад, судя по цитатам Дугина, в итоге этой консервативной революции меняется полностью. Обратите внимание, здесь идея в том, что на самом деле таких авторов, как Александр Гельевич, их вообще люди не волнуют. Им все равно, как люди живут и чего они хотят. Ему важно, чтобы мир был таким полигоном для реализации каких-то его эстетических лозунгов, и не более того. И вот мне кажется, именно это, почему было важно вспомнить про так называемую философию Дугина, именно это случилось в итоге с его дочерью. Он в течение всей ее жизни, он промывал ей мозги. Я не знаю, какие у них были отношения, но он таскал ее на все эти марши, в поддержку особости такого фашистующего, какой-то фашистующей воображаемой России, ничего общего с реальной Россией не имеющей. Он таскал ее с детства, он отправил ее или порекомендовал ей идти на философский факультет, где она изучала тоже соответствующих мыслителей, сторонников этой самой консервативной революции. И в итоге, даже когда она погибла, для Дугина многие обратили внимание, что он очень странно себя вел на ее похоронах. Для Дугина она стала неким средством, таким углем, что ли, при помощи которого можно дальше вот эту печь русского мира растапливать. Потому что в его словах было очень мало сожалений, у него было довольно неплохое настроение на его похоронах, как многие отмечают. И он очень много говорил, что Дарья умерла героем, и что дальше им всем,
таким людям, как он, нужна некая победа. Что такое конкретно победа? Означает ли это оккупация всей Украины или, не знаю, Третья мировая война, или вот какая-то полная перестройка России? Этого никто не знает. Но важно, что таким людям, как Александр Гелевич, реальные люди, включая его собственную дочь, не нужны. Ему нужны совершенно другие вещи, и он упивается этой ролью человека, который парит над такой историей, игнорируя полностью человеческие судьбы. Самая важная судебная новость этой недели — это, конечно, уголовное преследование против Евгения Ройзмана, очень известного, уважаемого, харизматичного и для многих очень противоречивого политика из Екатеринбурга, одного из последних людей, который громко, находясь в Российской Федерации, выступал против так называемой специальной военной операции, против войны, почти не стеснялся в выражениях. Ну и теперь, соответственно, Ройзман тоже обвиняемый по статье про дискредитацию. Сажать его пока решили не сажать, но главное Ройзмана, как и всех других критиков войны, изолировать. Ройзману запретили пользоваться интернетом. Все, конечно, иронизируют, что мы теперь останемся без знаменитых реплаев Ройзмана. Мы с Евгением очень хотели всегда делать какие-то совместные проекты. Я даже себе представлял, что вот у нас на Ютубе еще «Новые газеты в России» был бы такой замечательный формат, который назывался бы очевидным образом «Реплай Ройзмана», когда он комментировал бы новости в своей какой-то неподражаемой манере. Кстати, мне кажется, ужасные новости появились, когда у нас не получилось сделать этот формат с Ройзманом. И вот так я стал тут вещать. Может быть, оно, конечно, и не такое хорошее решение. Вот почему у нас не получилось? Потому что мы записали первую пилотную передачу. Евгений сидел под иконой в своем кабинете, очень чинно и очень таким размеренным, литературным, хорошим тоном, совершенно в другом режиме, как он общается с пропагандой, по крайней мере, в Твиттере, рассказывал, как ему не нравится то, что происходит в России. То есть никакого реплая Ройзмана, как это в Твиттере бывает, вот такого острого, когда он в карман за словом не лезет, у нас на видео не получилось. Но вот у нас теперь есть, что, конечно, далеко не так замечательно, ужасные новости. Понятный месседж. Все, кто выступает против войны, должны либо находиться в тюрьме, либо под домашним арестом, если повезет, либо просто молчать и бояться, глядя на всех остальных, либо оказаться в эмиграции. Вся остальная Россия должна сплестись в такой комок, напуганный, боящийся и будущего, и уголовного преследования, и остаться без работы из-за своей семьи. И самое главное, ничего не говорить против войны, потому что именно на том, что как бы все войну пассивно поддерживают в Российской Федерации, и построена вся нынешняя российская власть. Обратите внимание, да, мы говорим Путин, подразумеваем война, и эти два слова, они уже, в общем, друг от друга неотделимы. Кажется, что единственный способ закончить войну — это каким-то образом, избавиться от Путина. Да, потому что лично для него никаких хороших сценариев нету. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, нам нужна решительная победа, и других вариантов нету. Но никакой победы у Российской Федерации уже не будет. Это совершенно очевидно, потому что наступление развивать они не могут. Закончить войну им тоже страшно, потому что это будет означать, что Российская Федерация проиграла. Это абсолютно тупиковая штука, да, куда вот нас всех отправили, а людей вроде Ройзмана еще затыкают им рты, да, и не дают им со своей аудиторией разговаривать на эти темы. Да. Молчите, бойтесь, живите в России. Вот примерно такой план сейчас у российских властей для нас с вами, для граждан нашей страны. Продолжается дискуссия о визах для россиян. Я к этой теме отношусь очень холодно. Мне кажется, что есть гораздо больше насущных проблем, чем обсуждение то, насколько удобно и эффективно мы с вами можем путешествовать по Европе. Вы скажете, что это, возможно, связано с тем, что я уже в Европе, да, и поэтому мне легко говорить. У меня другая позиция. Да. Я считаю, что людям, которые по профессиональным или по каким-то другим гуманитарным причинам в Российской Федерации находиться сейчас не могут, у каждого из нас есть обязанность этим людям помочь.
И мы помогаем, на самом деле, мы не ходим с флагами, не говорим, как кому мы помогли, но это было бы глупо и как-то да, нескромно, нелепо. Но многие россияне, уехавшие, помогают тем, кому сейчас нужно уехать. И я думаю, что основная проблема с визами заключается в том, что когда Шенгенское соглашение учреждалось, никто не мог себе представить, что в Европе, в Восточной Европе будет такая огромная и страшная война. Свободные границы, возможность не только въезжать в Евросоюз, да, но и путешествовать по всем его странам, и там еще по странам вроде Швейцарии, которые тоже в Шенген входят, без предъявления каких бы то ни было документов, это такой атрибут нормального мира послевоенной Европы, которая нашла общий язык, и все друг с другом помирились. Сейчас Путин этот мир хочет разрушить, и, конечно, трещит по швам и Шенгенское соглашение. Но важно, да, что здесь, в этой ситуации, здесь есть много сторон заинтересованных. В частности, да, представитель Еврокомиссии, представитель дипломатии Евросоюза Боррель выступил против самой этой идеи о том, что никакие шенгенские визы туристические россиянам больше не давать в принципе. Евросоюз эту идею не поддерживает, и понятно почему, потому что, знаете, паспорт — это не единственный атрибут человека. Есть люди с российскими паспортами хорошие и плохие, есть люди с другими паспортами тоже хорошие и плохие, преступные, там, наоборот, какие-то добродетельные. Паспорт вообще добродетель плохо измеряет. И если бы Европа ввела бы полный запрет на туристические шенгенские визы для России, для россиян, то это бы очень сильно ударило бы по семьям, по людям, которые едут куда-то по своим каким-то деловым или научным или гуманитарным причинам, на похороны к родственникам, повидать семью, все что угодно еще. И самое главное, что это стратегический тупик, потому что там, представьте себе, когда-то война так или иначе закончится, и все равно с Россией нужно будет что-то делать, выстраивать какие-то культурные отношения, стараться нормализовать российское общество, чтобы эта война больше никогда не повторилась. Вот запрет на получение виз этому всему очень сильно препятствует, это тоже надо понимать. Ну и еще надо помнить, что есть непосредственно соседи Российской Федерации, которые больше всего от потока россиян с неясными целями, ездящими по их территории, они больше всего страдают. Финляндия, Эстония, Латвия, отчасти Польша. Их позицию тоже надо учитывать. В общем, мне кажется, здесь надо как-то адаптировать Шенгенское соглашение под мир, в котором Путин развязал войну. Ну что, и новости культуры традиционные. Одну я прочитаю, потому что я, наверное, это своими словами воспроизвести не смогу. Очень много каких-то культурных факторов. Дрэк артиста Бомба Киберсиси, который спел гимн России в гей-клубе с ЛГБТ-флагом в руках, заставили извиниться перед русским народом. Давайте еще раз. Бомбу Киберсиси, который спел гимн России, заставили извиниться перед русским народом. Я не знаю, кстати, за что. Видимо, за ЛГБТ-флаг или за то, что он так себя называет, или за гимн России. Может быть, кому-то стыдно было. Видео с извинениями, настоящая фамилия этого человека Нечаев, выложили участники ультраправого движения «Россия консервативная», которое появилось в Екатеринбурге весной этого года. Видимо, именно они проводили знаменитый гомофобный пикник. Это мое предположение, что это были они, который мы тщательно пытались перевести на русский язык, и получился у нас, помните, в одной из передач уже в этом сезоне ужасных новостей у нас получился мужеложененавистнический полдник на траве. Ну и, конечно, замечательно, вот мы вообще много в последнее время о поэзии говорим, у нас был замечательный поэт Александр Пелевин, про которого теперь весь интернет знает, что не надо сравнивать то, как ты выглядишь в Тиндере, с тем, как ты выглядишь в реальной жизни. Здесь, мне кажется, ставки повысились, потому что в новой телевизионной передаче на российском телевидении, в российской пропаганде под названием «Свои» выступил вот поэт, который, мне кажется, отменяет, канцелит все Александра Пелевина, Виктора Пелевина и всю классическую русскую литературу.
Давайте вот посмотрим. Поэт, у него такой какой-то гуманитарный очень вид, какой-то, знаете, жалостливый, гуманистический. И, в общем, он очень, оказывается, Зеленскому сочувствует, в частности, вот по этой причине. И однажды мне Зеля признался по пьянке на вписке, как страдает всю жизнь из-за маленькой очень... Как вы видите, пропаганда ищет язык, на котором она могла бы говорить с теми людьми, которые готовы ее поддерживать. Язык этот, поиск этого языка труден, долг и местами страшен. Мы будем следить за всем этим. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.